Провести демонстрацию в России можно только по согласованию с органами власти. Много лет активисты оказывались перед выбором. Можно согласиться на неудобное место и время или вовсе смириться с отказом, а можно настаивать на своем конституционном праве, но быть задержанными. Еще один вариант – одиночные пикеты, не требующие согласования. Но и это не гарантирует от незаконного задержания полицейскими. А мы не задержим, мы пройдем. Придет время, всех заберем. До 2012 года задержанным грозили 3 часа, иногда ночь в отделении. Штраф от 500 до 1000 рублей, в редких случаях несколько суток ареста. В июне 2012 года Дума повысила штрафы за участие в несогласованном митинге до 20-30 тысяч рублей, половины средней зарплаты в Москве. Суды, между тем, признают виновными практически всех, не вникая в доказательства защиты. Людям, отказывающимся платить штрафы, могут заблокировать банковскую карточку и выезд за границу. Летом 2014 года начался новый виток репрессий. 4 таких задержания за полгода стали приравниваться к уголовному преступлению. Увеличились до 30 суток и сроки административных арестов. Ильдар Дадин стал первым россиянином, который получил тюремный срок за мирные демонстрации. Настроение прекрасное, настроение боевое. Я готов сесть в тюрьму для того, чтобы остаться человеком. Я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Как того требует новая статья 212 прим., в его деле было 4 задержания за полгода. Причиной таких задержаний должны были быть формальные нарушения закона о митингах. Посмотрим, какие эпизоды вменялись Дадину. В первом случае Дадин даже не дошел до места проведения пикетов. Он потребовал от полицейских, тащивших в автозак пикетчика, соблюдать законы, объяснить причину задержания и представиться. В ответ его также задержали и избили в автозаке. Закон о полиции соблюли, представились? Не представились. Позорник! Статья 5, пункт 4, соблюдите ее, пожалуйста. Да елки-палки. Почему вы не представляете? Не ломай мне своей ногой руки! Все, скорую, там кровь у человека. Физическую силу никому не применяется. Я требовал соблюсти статью 5, пункт 4. Не просто так хватать меня, как барана, и тащить в автозак. Второй и третий эпизоды похожи. Это задержание на одиночных пикетах, которые, напомним, не требуют согласования. В протоколах задержания полицейские писали, что Дадин проводил пикет в количестве примерно 2 человек. Нет, не уйдите, пожалуйста. Я вам еще раз объясняю. Я провожу одиночный пикет. На суде он неоднократно пытался выяснить у свидетелей, сколько это, 1, 2 или 3, но они ничего конкретного не ответили. Четвертый эпизод – единственный, в котором можно усмотреть незначительное нарушение закона о митингах. Это повод для административной ответственности за несогласованное шествие. Тем не менее, Европейский суд требует от государства лояльности к ненасильственным акциям, пусть даже их участники не подавали уведомления заранее. А с точки зрения здравого смысла, демонстрантов можно было бы оштрафовать на 500 рублей за то, что они идут по проезжей части. На основании этих 4 эпизодов Дадин получил 3 года колонии общего режима. В апелляции срок сократили до 2,5 лет. В случае виновного в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. По той же статье в России обвиняются еще 3 человека. Владимир Ионов, 76 лет. На протяжении многих лет участвовал в одиночных пикетах с авторскими плакатами. Все 4 задержания, на основании которых было возбуждено дело, были противозаконными. В ходе суда прокуратура потребовала для него 3 года условного срока, но при запрете посещать любые публичные мероприятия и покидать пределы окраинного района Москвы, где он проживает. Люди меня поддерживают, и они мне дали адвоката, и они сказали, чтобы я ходил. Я хожу. Я с большим удовольствием ходил бы, давал людям информацию с помощью плакатов к размышлению. Но я чувствую, что людям я нужен.
Это очень приятно. Это греет душу и поднимает настроение. Незадолго до приговора выехал в Украину, где получил политическое убежище. Ирина Калмыкова получила политическое убежище в Литве. В России объявлено в федеральный розыск. Марк Гальперин в обвинении также неправомерное задержание во время одиночных пикетов. Находится под подпиской о невыезде. Дело пока в суд не передано. Президиум Мосгорсуда отказал в рассмотрении кассационной жалобы, которую инициировала омбудсмен Татьяна Москалькова. Жалоба, поданная адвокатами в Конституционный суд, находится на рассмотрении. За первый месяц в колонии Дадина трижды помещали в штрафной изолятор и перевели на строгие условия содержания. Приехавшей на свидание жене не дали с ним встретиться. Через несколько дней адвокат Алексей Липцер передал сообщение Ильдара о том, что к нему применялись пытки. Это вызвало большой резонанс среди активистов и в прессе. Колонию посетили Татьяна Москалькова и многие другие правозащитники. Дадин подтвердил факт пыток и избиений, но руководство колонии пытается оправдаться любыми способами. В результате репрессий в России почти прекратились массовые акции протеста. Даже в одиночных пикетах осмеливаются участвовать лишь единицы самых упорных.